Предыдущие и следующие видео по вязанию этой скатерти вы можете найти по ссылкам в описании к этому видео. Приступаем к 7 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Раз, два. В эту же арку, сюда же, где мы сейчас находимся, вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Раз. И второй. Получается, мы провязали 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная. В следующую арку вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Далее у нас уже раппорт повторяется: 1 воздушная, и в следующую арку выполняем, точнее он еще не повторяется, я поспешил, в следующую арку выполняем 3 столбика с одним накидом, 4 воздушные, раз, два, 3, 4, и 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. А вот теперь у нас уже раппорт будет повторяться: 1 воздушная, в следующую арку выполняем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 1 воздушная, в следующую арку выполняем 3 столбика с одним накидом, 4 воздушные и 3 столбика с одним накидом в эту же арку. То есть 3 столбика, 4 петли, 3 столбика. Раз, два, 3, 4 и 3 столбика сюда же. Раз, два и 3. Далее 1 воздушная, в следующую арку столбик без накида, 2 петли, столбик без накида, 1 воздушная. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть у нас идет 3 столбика, 4 петли, 3 столбика. В следующую арку столбик без накида, 2 петли, столбик без накида, а между ними тут по 1 воздушной петле. Таким образом вяжем ряд до конца. Итак, я провязал 7 ряд до конца. Выполнил в нашу самую первую арку последние наши 3 столбика с одним накидом. Передо мной наша первая группа из 3 столбиков и 2 воздушные петли, которые самый первый столбик. Последнюю арку мы заменяем. У нас должно быть 4 воздушные петли, у нас было здесь, между такими столбиками. Мы заменяем 1 воздушная петля, накид, и в первый столбик, точнее в вершину воздушных петель подъема, выполняем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь приступаем к 8 ряду. В 8 ряду мы будем вязать группы из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. То есть сейчас выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, незавершенный. Накид, и сюда же, в эту же арку, выполняем еще 2 столбика с одним накидом, но не завершенный. Вот я провязал до конца, дальше мы не вяжем. Накид и еще один незавершенный. То есть вот у меня сейчас 3 столбика. То есть 2 воздушные, как первый столбик, и еще 2 столбика, и 3 петли на крючке. Теперь их все вместе за один прием провязываем. Все, мы выполнили 3 столбика с общей вершиной. Группа из 3 столбиков с общей вершиной. Теперь 11 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в следующую арку 4 воздушных петель между вот нашими столбиками с одним накидом выполняем такую же группу из 3 столбиков с одним накидом незавершенный. Первый незавершенный накид, второй незавершенный столбик и третий незавершенный столбик с одним накидом. У нас 4 петли на крючке. Теперь их все вместе провязываем. 3 воздушные, раз, два, 3. И в эту же арку сюда же выполняем еще одну такую группу. Первый незавершенный столбик с одним накидом, второй и третий. 4 петли на крючке провязываем вместе.
Вот так. Далее 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И также в следующую арку 4 воздушных петель выполняем 3 незавершенных. Закрываем в общую вершину. 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще одна группа. То есть таким образом вяжем ряд до конца. В каждую арку 4 воздушных петель вяжем 2 группы столбиков с одним накидом с общей вершины. Между ними 3 воздушные. И между ними у нас по 11 воздушных арки. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я подхожу к завершению 8 ряда. Я выполнил 11 воздушных петель. И вот в нашу самую первую арку я сейчас выполняю группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. И последнюю арку 3 воздушных петель мы также заменяем 1 воздушная петля и столбик с одним накидом в вершину нашей первой группы. Вот так. Все, таким образом 8 ряд завершен. Приступаем к 9 ряду. Выполняем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Эти 5 воздушных петель нам заменяют столбик с 3 накидами. То есть вот в эти арки 3 воздушных петель между этими группами мы будем провязывать везде по одному столбику с 3 накидами. Вот это первый столбик с 3 накидами. Теперь 8 воздушных петель арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается, провязали столбик с 3 накидами и 8 воздушных петель. Теперь в большую арку из 11 воздушных петель выполняем вот такую группу, как мы вязали в предыдущем ряду. То есть 3 столбика с общей вершины, 3 петли, 3 столбика. Накид, и в эту большую арку провязываем столбик с одним накидом незавершенный, второй незавершенный и третий незавершенный. Теперь им делаем общую вершину. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще такая же группа сюда же, в эту же арку. 1, 2, 3. Делаем общую вершину. Вот что у нас получается. Далее опять 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в арку 3 воздушных петель выполняем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 накида. И вяжем столбик. Вот что у нас получается. Вот наш раппорт. Далее опять 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в арку 11 воздушных петель выполняем наши 2 группы из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной и 3 воздушные петли между ними. 1, 2, 3 и 3 воздушные. 3 столбика с общей вершиной. Опять 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И выполняем столбик с 3 накидами в арку 3 воздушных петель. Вот что у нас получается. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал практически 9 ряд до конца. В
последнюю арку я выполнил 2 наши группы с общей вершиной, и мне осталось выполнить 8 воздушных петель арку, но мы ее заменяем. Следующим образом: 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и столбик с 2 накидами в нашу 5-ю воздушную петлю подъема. 1, 2, 3, 4. Вот она, в 5-ю воздушную петлю выполняем этот столбик с 2 накидами. То есть 4 воздушные петли и столбик с 2 накидами в 5-ю воздушную петлю подъема. Таким образом мы завершили последнюю арку и 9 ряд. Итак, в 10 ряду мы будем работать только с арками 8 воздушных петель, с большими. Вот эти арки 3 воздушных петель мы будем пропускать. Итак, сейчас мы находимся в арке 8 воздушных петель, которую мы последнюю завершили. Выполняем 2 воздушные петли подъема как первый столбик с 1 накидом и вяжем сюда же в эту же арку еще 2 столбика с 1 накидом. То есть получается мы выполнили 3 столбика с 1 накидом. Далее сразу в следующую арку 8 воздушных петель выполняем также группу из 3 столбиков с 1 накидом. Первый, второй и третий столбик. Затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще 3 столбика с 1 накидом сюда же в эту же арку. Теперь выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в следующую арку 8 воздушных петель выполняем такую же группу. 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные и 3 столбика сюда же в эту же арку. 1, 2, 3. Теперь сразу следом в арку 8 воздушных петель опять вяжем то же самое. 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные, 1, 2, 3. И опять 3 столбика сюда же в эту же арку. 1, 2, 3. Вот перед нами наша группа. Мы выполняем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, когда перед нами встречается группа вот такая, мы делаем 6 воздушных и ее пропускаем. А которые 2 идут подряд арки 8 воздушных петель, мы в них подряд и вяжем вот эти наши группы. 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. И сразу 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. 6 воздушных петель над этой группой, потому что мы ее пропускаем. И вот в арку следующую 8 воздушных, опять 3 столбика. 3 петли, 3 столбика. Следом у нас идет арка 8 воздушных, и в нее также вяжем 3 столбика, 3 петли, 3 столбика. Раз, два, 3 и 3 столбика. Далее перед нами уже группа, мы ее пропускаем и делаем 6 воздушных. 6 воздушных, и опять у нас наши группы столбиков пошли. Вот что у нас получается. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я подхожу к завершению 10 ряда. Я выполнил последние наши 2 группы столбиков. Передо мной последняя группа, которую мы пропускали.
предыдущем ряду. То есть я сейчас делаю 6 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6. И теперь мы выполняем недостающую группу, вот такую из 3 столбиков, в нашу самую первую арку. То есть 3 столбика с одним накидом. Раз, два и третий столбик. И теперь у нас должна здесь, по идее, быть арка 3 воздушных петель, но мы ее заменяем. 1 воздушная петля и столбик с одним накидом во вторую воздушную петлю подъема. Вот что у нас получается. Вот, то есть у нас шло 2 группы, 6 петель, 2 группы, 6 петель, 2 группы и так по кругу. 2, 6, 2, 6, 2. И вот мы закончили. Все. Таким образом наш 10-й ряд завершен. Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Инстаграм с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого!